Всем привет, ребят! Добро пожаловать на Властелин колец с модом 2.0.2. Сегодня посмотрим сражение между Урби, который играет за гоблинов, и Австралией, который играет за Мордор. Это, если что, Мистер Смок. Вот. А на данный момент Мистер Смок... Нет, неправильно, не на данный момент, а на момент этого матча Мистер Смок второй в рейтинге, а Урби шестой. То есть оба проигроки. Итак, старт в барак, старт в Арадрим. Он будет отбиваться конницей, скорее всего. Я не совсем знаю билды в 2.0.2, но подозреваю, что здесь та же проблема, что гоблины очень хорошо рашат. К тому же это еще и большая карта, то есть может быть нычка и могут быть еще большие проблемы. Нет, я был неправ, он стартует в копейщиков, ребят. То есть он крипить, что ли, пойдет именно. Кстати, котик от подписчика. Милый. Рабочий побежал ставить нычку. Разведка побежала, 2 барака у него есть. Тут ставятся орки. И все-таки я был прав, просто не совсем. Он выходит в конницу. Он не боится, что чел будет рашить нычкой. То есть тут довольно-таки медленный старт. Разведка сейчас увидит, что тут второй уровень за Грейджен был. То есть очевидно, что конница пытается поломать бойню. Но есть орки, чтобы ее задефать. Орки здесь стоят 80 монет, а гоблины стоят 90. Гоблины должны выигрывать прям очень сильно за счет яда, но Урби не хочет их отдавать. Возможно, из-за того, что боялся, что конница вылезет. Или же просто решил разведать расположение ферм. Да, если бы им дали подраться, гоблины, конечно, потащили бы. Тут он крипингом занимается, еще 3 пачки зарядил. Выходит в пауков. Интересно. Здесь Смок забирает тролля. Большие потери. Но копейщики 2-го уровня, они качнут 3-й уровень. Пойдут на пенсию, там в какой-нибудь санаторий, посидят немножко и станут все более-менее целые. Правда, как целые. Вот эти вот, которые сейчас присутствуют, останутся инвалидами. Но новые члены отряда будут живыми и здоровыми. Высаживается куча гоблинов, но не повезло. Урби сейчас его тоннель поломают, потому что высадились они неудачно. И да, еще и подтупили немножечко. Он прям всю пачку здесь высадил. Тут 2 отряда конницы построилось. И довольно много орков идет в атаку. Видим, что Мистер Смок не имеет жалости. Он не оставил своих копейщиков на базе. Он решил их отправить на войну. Бедных, искалеченных, напуганных. Долго они не протянут. К тому же гоблинов здесь какое-то зашкаливающее количество. То есть, нельзя давить такую тучу. Конницы не хватит. К тому же всадники Харада довольно-таки дерьмовые по броне. Это, на мой взгляд, самая тонкая конница. Я уже просто немножко наиграл в 2.0.2. Еще пока недостаточно опыта, чтобы считать себя хорошим игроком. Но некоторые вещи уже запомнил. И, давят они хорошо. Не буду говорить, что конница дерьма. Но вот по броне они не живут. То есть, если они просто заедут, даже если тут пауков не будет, зараза, в эти отряды, то им хана. Вырублю. Все. Так, зачистил Урби атаку Смока. Уже 2 отряда паучков у него есть. А тут 3 отряда конницы. Все равно боится Смок прям залетать в эту пачку. Но, в принципе, продавил там около отряда. Еще и триггернул клинки.
от Урби, поэтому Урби решил отступить, потому что, ну, без клинков не кайф. Как ювелир, прям чуть-чуть только подавил, вообще не рискует и пытается орками кого-то застрелить. Блин, кстати, HD модельки орков, лучников супер дерьмо, мне не нравится. Очень плохо смотрятся они по сравнению с ванильными. Не респект. Так, наконец-то Урби смог что-то снести, но в целом мне не нравится это сражение, ну, для него. Да, и мы видим, почему. Смак продавливает очень много. При этом все всадники у него живы, хоть и один отряд сильно покалечен. Очень мало тут. Ну, получается, что ему надо спасать пауков и готовиться к защите, потому что скоро все это на его базу пойдет. Могу предположить, что всадники пауков не потащат. Сколько они стоят? 450, а пауки 350. Да, тут, ну, 300, но у них еще апгрейд стоит. Сейчас, может, он построит новых, я вам покажу. Да-да-да, будем следить за этим. Начинается еще одна стычка. Подсвечивает глазом. Глаз дает ускоренную прокачку. Я не уверен, успел ли он попасть. Они немножко отъехали. Довольно полезная штука. Глаз работает как варчант, но чуть меньше статов дает. 25-25 он дает, а не 33-33. Ну-ка. Да, 50 монет, все верно. Вот, но зато можно побыстрее подкачать своих пацанов при помощи глаза, так что билка довольно-таки клевая. И это, наверное, единственная фрака, у которой, по сути, два варчанта, потому что, ну, варчант и глаз стачатся. Также земля и глаз стачатся, вместе работают. То есть очень большой буст может быть у Мордора. Появился тролль с дубинкой. Снова не допускает ошибок мистер Смок. Давит чуть-чуть совсем. Ой, как такое впечатление, что деревья забаговались. Или может это тоже фича HD моделек. Так, увидел халяву, забирает тоннели. Мне кажется, что Урби допускает очень большую ошибку, играя без копейщиков. Ну и в принципе харасить экономику можно паучками. Кстати, у него уже их очень много. Здесь паучки намного лучше, чем у нас в моде. Они не против конницы. Они, ну, точнее не так. У нас они против конницы только, в основном. А здесь они против всего. Они очень имбовые. И мне кажется, что ему следовало просто в них сразу играть, если он уж решил без копейщиков играть. Да, как видите, конница быстро падает. Они лучников боятся, но попробуй догони их лучниками. Вот, а тут можно армию скопить. Ну, в принципе, она у него весьма большая. Так что, может быть, он сейчас как-то камбэкнет. Ну-ка, смотрим. Смог прокачал одну дополнительную обилку первого тира. Тут можно вообще все первые тиры брать. И взял буст ресурсов. Так, тем временем ему удалось убить одного тролля, но количество армии гоблинов чересчур большое, он решил отступить. При этом Урби ничего не теряет сейчас в плане времени, продолжает кататься по базе Смока и грызть. О, залетел в лучников. А, погодите, лучники как будто бы... Ух ты, вот этого я не знал. Ну, он убил всех лукарей, но такое впечатление, что лучники прям контрят. Их очень много потерь среди пауков. Сплошные огрызки остались. Ему надо будет отъехать, но пока что ему никто не мешает, поэтому он может подавить дальше. Важное сражение здесь. Но как-то не удается посражаться, что ли. Или он испугался. Очень сильно он не хочет отдавать тролля. Мне кажется, или там был Готмак. Нет, показалось. Вызывает дикарей в спину.
Всячески байтит, боится нападать троллем. Появился Горкил. Очень хороший герой здесь, потому что дает двойную лидерку, то есть от тотема лидерка и его лидерка. И если я правильно понимаю, то это стачится. Да, баф и лидерство. То есть тоже, по сути, Горкил дает сам по себе 2 первых тира Мордора. Единственное, что тотем можно разрушить лучниками. Ну, вообще, кем угодно. Ух ты, появился Назгуль на летучей твари. И это позволяет Смоку продавить очень много лучников. Да и не только лучников. Очень много всего. Минус тролль. Прям сокрушительное поражение терпит Урби здесь. Сейчас будет пытаться спасти хоть кого-то. Тут у него немножко лучников есть. Наверное, туда летучка не будет залетать, потому что у лучников-гоблинов есть обилка, которая может прям очень жестко вальнуть по воздуху. Ну, или в целом очень жестко вальнуть. И Горкил почти огреб, не прокачав ничего, даже тотемчик не прокачал. То есть очень плохо для Урби. Еще 2 очка до 3-го тира. Но в 2.02 ребята часто берут дополнительные обилки, потому что здесь очень слабые 4-е тиры. Так что не обязательно, что Смок будет брать 3-й тир. Здесь, как видим, тоже 3 обилки 1-го тира выбрал. Ну, у Гоблина они тоже все полезные, поэтому почему бы не взять. Но по очкам он отстает. Даже если бы одну обилку убрать, у него было бы 9, а тут 13. Ну, не сильно. Это терпимо, но тем не менее. Так, смотрим. Поймал копейщиков, легко забрал их. Горкил немножечко исцелился. Появился позорный Азок. Его фича в том, что он заливает опыт. И, кстати, он сейчас сможет еще раз это сделать. Это будет весьма неплохо для гоблинов-лучников. Если, конечно, Урби проснется и, ну, не будет его оставлять сзади. У него есть Блейдмастер, что, ну, в целом тоже очень полезно. И у него есть мародерка. Чисто такой герой-болванка, но, в принципе, весьма полезен. Халявный залив опыта, почему бы и нет. Мистер Смок выбирает обстрел. Ну, тут надо надеяться, что противник протупит. Можно попытаться забайтить летучкой, ну, в надежде, что он будет стрелять. Кидается обстрел на опережение и просто сбривает всю пачку лукарей. Качанных, между прочим. Очень плохо для Урби. Ну и, конечно же, очень хорошо. Вы видели это? Окей. Рандомная багуля. Очень хорошо для мистера Смока. Идеально сыграно просто. Подловил на ошибке. Так, тут норы поставлены вокруг крепости, чтобы было больше очков командования. Чтобы, ну, меньше порезки экономики было. Мистер Смок загрейдил огненные стрелы. Да, Урби наконец-то копейщиков сделал. Я в каком-то из роликов вам говорил, что копейщики у Гоблина не дефают от кавалерии, но мне сообщили, что в одном из последних патчей это переделали, и они все-таки дефают от кавалерии, просто не так сильно, как другие фраки, но у них все еще остается сплэш по коннице, так что норм. Урби теряет тролля. Странно, что мистер Смок, имея такое преимущество, не хочет в атаку пойти, то есть он, ну, как будто... Можно ли... Наверное, нельзя сказать, что он кемперит, потому что он под базой противника. И тут скорее кемперит Урби, но каждый раз, когда Урби вылезает из своей базы, он огребает и, ну, идет обратно. А Смок боится нападать. Ну, какая-то прям большущая пачка уже собралась. Такое впечатление, что, ну, не так уж и плохо все у Урби. У него, конечно, нет апгрейда стрел, но он может обилкой разрядить куда-либо. Может, нивелирует свое преимущество противника. Тем временем тут появился апгрейд брони. Так, а тут дикари. Пытался сдать обилку в летучку, но я так понимаю, что не все. Да, это очень плохо для Урби.
То есть некоторые лучники сдали, некоторые нет. Он их выберет вместе, и обилка будет светиться, как будто она использована. Также ему не удалось нормально закинуть дикарей. Смак отошел и сделал броню для своих лучников. Как же он не хочет воевать с ним. Просто максимально пассивно сделал лучников Харадрем, то есть топовых тут. И в итоге нервы не выдержали у Урби, тот идет в атаку. Очень много ферм на низких процентах, чисто ради очков командования. Как же пауки хороши. Но, увы, он не может харасить ими из-за летучки. И в итоге Смак еще и на базу к себе отступает. Охренеть. Обилка полетела. Смак ошибку допустил, дождался, обилка откатилась. И в итоге вот что произошло. Полетела конница с глашатаем. Ну, кстати, один отряд он умудрился забрать. Один отряд уже не страшен. Правда, глашатай на лошади бьет сплэшом. Не знаю насчет того, бьет ли он в пешей форме сплэшом, но он может залететь. Кидается обстрел. Урби не успевает среагировать. Там какой-то туман был. Кто-то перданул, и не видно было. И снова ведется на обстрел. Господи, как же много войск он теряет. Смак просто разводит его. Появилась Шелоп, но ее сразу подожгли. Плюс в чат, если вы жгли пауков в детстве, байтим садистов. Кидается глубинный страж, и мы видим, что игра Урби прям не идет. Кидает он его криво, убивает, ну, да даже, наверное, никого, там чуть-чуть совсем. Смак просто отходит спокойненько. О, броню сделал. Почему он не дает? Ага, потому что он дорого, да? Но они что же дорогие? Не, вообще можно дать. Денег, видимо, не хватает. Горкил смог снести катапульту, выиграть время. Вызывается Вирм. Теперь есть двойная лидерка у Урби. И он сделал клинки. Вот это весьма любопытно. Я бы сделал только броню, чисто чтобы экономить. А все остальное тратил бы на войска. Ну, мы видим, что его план заключается в том, чтобы танчить этими челами. Он им флаги дал, то есть обилка будет активирована. Можно им дополнительный варчантик врубать. То есть у него есть от земли. А оно стачится, кстати. Погодите-ка. Баф. Да, оно не стачится, к сожалению. Ну, такое. У него есть, по сути, два бафа тут. Не уверен, что это нужно. Но, с другой стороны, если не будет копейщиков, то эти челы могут пробежаться по лучникам Мордора и подавить. Там, ну, недолго это будет, но, тем не менее, полезно. Горкил сел на своего Скорпиона. Это позволит использовать вот эту вот обилку, которая поможет убивать вражеских героев. И, как ни странно, но Смак вынужден снова дефаться. Хотя сражение какое-то супер дерьмовое для Урби. Мне кажется, Смак офигенно окопался. Катапульты мешают. Да, и Урби понимает, что не стоило туда лезть. Еще и Горкила отдал. Просто ужас. Лесопилки построены. Ух ты. Как же у меня жопа горела с этой штуки. Из-за того, что оно два раза бьет. То есть оно сначала вносит импакт, а потом еще проходит волна, и если у тебя какие-то войска выжили, оно их добивает. Такая боль просто. Сейчас очередной раз, когда Урби полезет сражаться со Смаком, прилетит плюха, и он все потеряет. Но это не точно, конечно же. Так, пытается выйти в паучьих наездников, подловить. Смак уже на халяве, у него одни лукари бегают. Ну и катапульт, разумеется, тоже. Но проблема в том, что ему нужно больше паучьих наездников. У него supply блок. Вот эта проблема 2.02, конечно, армия супер маленькая, но это уже 1000 предела населения. Печаль. И жесть. Ну, тут без комментариев. Наездники сразу в другую сторону поехали.
Как же он булит его, просто жесть. Грустно, что у гоблина нет какого-нибудь удара драконом из крепости, а тут постройка этого никчемного Дрейка, который ну даже близко не стоял со шпилем. Правда, он может по всей карте бегать, а шпиль только в определенном радиусе, но, как видим, радиус больше половины карты, то есть весьма приличный. И сейчас у Урби будут огромные проблемы, катапульты ломают ему крепу. Брони на крепости, я полагаю, нет. Он вызвал дикарей, пытается сломать катапульты. Но у крепости осталось очень много здоровья. И, возможно, лучники Мордора ее захавают. Жаль, что у Горкила нет, как у нас, колбы, которая могла бы влететь в лукарею и быстро их убить. Остается совсем чуть-чуть. И старлинги пытались заколоть крепу, но не получилось. И от... Чего? А, офигеть, Готмак прокрался и добил крепость. Красава. Но вот это было прикольно, что Готмак умер от своего же огня. Довольно долго этот огонь еще и висит. Урби не сдается, но давайте будем реалистами. Что он тут сделает? Сколько там еще? Ну, довольно долго ждать. Он выходит в черных всадников. Самая сильная конная геройка здесь. Тут 10-й нужен, окей. Урби может некоторое количество ферм поломать. Ну, в принципе, у него, ну, не скажу, что supply блок, но около того, поэтому он войска не покупает, копит на крепу. То есть, как бы игра для него не закончена еще, но... Ну, вообще даже камбэкнуть можно здесь на самом деле. Но нужно сейчас на супер аккуратничах сыграть. Не заметил. А нет, заметил. Но появилась летучка. И на этот раз это сын депутата. Его так просто не убьешь. Но даже если бы это был обычный Назгуль, ну там типа Хамул или Маргамир, то его тоже не убьешь. Потому что всего 2 отряда паучих наездников. Горкил тут стрелять не умеет. Ну то есть нечем. Вот. Но Урби, смотрите, что делает. Он тянет время. Он мог бы отступить. Но таким образом он подвел бы эту армию поближе к себе. Он сливает все свои войска, лишь бы потянуть время. Крепость у него всего лишь на 40% построена. Денег очень мало. Он смог несколько отрядов построить, не более того. Пытается жить Горкил. Тут хана всем. У Смака уже весьма приличная армия. То есть, ну, таких войск хватит, чтобы крепу сломать. Легко. А тут нужно строить лукарей очень много. Кстати, тут еще грусть для Урби в том, что у него всего лишь 1 барак остался. То есть он, ну, при всем желании он не может собрать быстро армию. Жесть. Горкил, кстати, не почувствовал урона. Ух ты, эти тоже не почувствовали. Король-чародей не такой уж сильный. Но за одного... О, точнее, одного захавал. Окей. А по тоннелю? Что, не хочет, что ли? Только-только достроилась крепость. 1,5 очка нужно еще, чтобы получить 25-ку. Влетают полутролли. Снова Урби не отступает от обстрела. Прям вот не идет у него игра. И что же будет? Есть бабосы. Я бы советовал вышечки построить. Вызывается Балрог, чтобы потянуть время. Но тут еще и всадники есть. Тут еще и катапульта есть. Нет, это все, ребят. Если бы он вышечки построил, чтобы снести летучку, ну, Балрогом, может быть, катапульту как-то сломал. У него есть Горкил, кстати. Но, увы, поздно. Слишком поздно. Это похоже на гиги. Интересно, можно ли хлыстом достать? Или нет? Теоретически можно. Немного повезло. Не разбились на копейщиках. Но Урби тильтанул.
Вот такая вот катка. Я надеюсь, что вам понравилось. Если вы хотите больше контента по 2.0.2, пишите в комментариях, а также подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока.